Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, я хотела бы дать вам немножко побольше информации о радиации. Радиация присутствует всегда и везде. Наше Солнце – это и есть сгусток радиации. И поэтому люди, которые часто загорают, целыми днями, бывает, загорают, то они получают, конечно, огромную дозу радиации. Конечно, на солнышке бывать в небольших количествах – это полезно, потому что для организма это необходимо. А вот пребывать днями на солнце – это очень-очень вредно. И еще такое, знаете, ну, как бы, вы же знаете, да, что проводятся какие-то испытания там ядерного оружия или боевого какого-то оружия, где присутствуют ядерные реакции, то это все выбрасывается в атмосферу, и естественно, что это пагубно влияет на людей. То есть, ну, она со временем накапливается, ее становится много, и она очень влияет на организм и состояние человека. Также радиация, это вот люди ходят на всякие рентгеновские, вот на рентген, проходят рентгеновские лучи, они тоже, если очень часто ходят, то это то же самое, что это вот распад радиоактивного вещества в атмосфере, получает вот такую дозу радиации. И это все, конечно, с годами, со временем накапливается. Алкоголь – это тоже является наркотиком. Наркотик, который также влияет на состояние человека, на состояние организма. То есть алкоголь, может быть, в небольших количествах как-то стимулирует человека, но в больших количествах, конечно, он пагубно влияет на него. И это тоже как наркотик. Человек уже не может без этого, и он постоянно, ну, те, кто много употребляет алкоголя, они, ну, сами знаете и видите, наверное, на улицах, да, люди, которые напиваются, они не контролируют свое тело, они не могут его контролировать. Поэтому это все сказывается. Такие препараты медицинские, как аспирин, точно так же это ядовитые вещества, которые вызывают очень много побочных эффектов и также влияет на состояние и организм человека. Очень большое количество, вот та же парфюмерия, да, которую мы используем, парфюмерию, а там тоже химические препараты, которые, ну, как бы, то же самое накапливаются и сказываются, не улучшают состояние человека, только ухудшают. Вы знаете, что все эти вот химические препараты, да, всякие порошки, там все где присутствуют ароматизаторы, там усилители, или вот в продуктах, да, усилители вкуса, усилители там аромата, всякая вот эта дрянь, которую мы употребляем. Вы часто вот берете, да, чай со вкусом того-то, да? Это все вкусовые добавки, это все скапливается в организме, это все влияет на человека, потому что, ну, они нарушают процессы распада веществ, да, переработки этих веществ. И они все скапливаются в организме, ну, что-то как-то выводится, что-то как-то немножко убирается, но не полностью, потому что все, что скапливается в жировых тканях, все, что скапливается в мышцах, это постоянно влияет на человека. И поэтому промышленные химикаты, да, это то же самое. Химикаты, даже были такие случаи, что человек работал, где бетон делают на бетонном заводе, и он имел дело с, ну, там же песок добавляется, цемент добавляется, так у него выходили из тела вот эти, как иголочки, песок. Представляете?
Вот такие вещи с нами происходят. Ну и вы все знаете, что работают на вредных предприятиях, где там пластмассу делают, где нефтеперерабатывающие продукты делают. Это все вот это копится в нашем организме, в нашем теле. И просто так их, конечно, не вывести. Да, существует программа, которая дает возможность вот это все убрать, очистить весь организм от этих ядов и токсинов. Также вот то, что мы опыляем там от жуков, от вредителей всякими препаратами химическими, это также попадает в наш организм, попадает в наше тело. И вместе с этими овощами, там, скажем, и ягодами, и вместе с этим в окружении, в атмосфере вот это все яды, они распыляются, они накапливаются. И поэтому мы вот это все вдыхаем, мы это все поглощаем. И вот это с нами такое и происходит, что у нас потом сил нет, энергии нет, ничего у нас нет. С годами оно накопилось и очень много. И естественно, что это очень вредно сказывается на нас. Я вот хочу вам прочитать тут отзывы о этой программе. Вот прислали тут отзывы, и я хочу вам их прочитать. И я считаю, что это самая лучшая программа на всем белом свете. Ни один специалист так вам не поможет. До этой программы я очень плохо спала, всегда нервничала по пустякам, заводилась в полоборота, жила исключительно только ради себя и своего «я». Зато сейчас моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Мне всегда хочется что-то делать. Я стала добрее с людьми и общительнее. Все начинается с нас, и только мы меняем свою жизнь и жизнь людей рядом в хорошую сторону. И еще такую, хочу прочитать вам некоторую историю успеха. До программы меня беспокоили головные боли, усталость и постоянное недовольство собой, жизнью, окружением. Даже если я спала по 12 часов в сутки, мои силы были на исходе, а работа была непродуктивной. На протяжении программы я испытывала совершенно чудесные изменения. Я замечала, как совершенно в один миг все вокруг становилось ярче, светлее, настроение поднималось, и я четко ощущала свое присутствие в настоящем времени. Я замечала, что мое тело становится выносливее и сильнее. Я стала себе больше нравиться, поднялась моя самооценка. Я стала чаще улыбаться, быстро отхожу от обиды, стала быстрее читать и вникать в суть текста. Моя продуктивность повысилась, чувствую себя прекрасно. Вот такие отзывы об этой программе. Вся эта программа изложена, как она проводится, что проходит, что принимают, из каких составляющих она состоит. Все подробно описано в книге. Если вам интересно и вы хотите ее приобрести, то я вам в этом помогу. То есть я вам дам координаты, где вы можете это приобрести и где вы можете сами убедиться, прочитать все, понять все. И тогда, исходя из этого, вы уже и будете решать, а надо вам это или не надо. Хотите вы продлить свою жизнь и быть более счастливыми, или не хотите. Выбор за вами. Поэтому я вам следую. Кому это интересно, вы можете написать, вы можете связаться со мной, и я вам дам координаты. Эту программу нельзя проходить беременным женщинам и людям, у которых малокровие. Таким людям нужно сначала, понимаете, малокровие – это что? Это большое количество белых кровяных телец и меньше красных кровяных телец. Вот для того, чтобы человек мог пройти эту программу, ему надо поднять свой гемоглобин до хотя бы ближе к нормальному. И люди, у которых, допустим, есть высокое давление, есть проблемы с сердцем, то им, конечно, нужно
чтобы врач допустил их до прохождения этой программы, потому что, ну, как вы понимаете, человек с проблемами сердца, ну, либо им будет какая-то щадящий режим, либо это будет тех, у которых давление только высокое, то же самое, что им, ну, предстоит тоже более щадящий режим. А вот беременным женщинам нельзя. Почему? Потому что вот те залежи вредных веществ, которые у человека в теле, у женщины в теле, да, они сдвинутся с места и начнут выходить, и они могут пройти через плод. То есть ребенок получит, ну, какое-то типа отравления или уже в зачатии, да, получить какие-то вот неприятности в жизни. Поэтому кормящим и беременным женщинам лучше не ходить, потому что когда ребенок подрастет, тогда они вырастят ребенка, тогда они могут спокойно пройти эту программу. Всего вам доброго.